Итак, всем доброй ночи или раннего утра. Решила с вами провести эту чистку в прямом эфире, поскольку грузить там долго, а мне хочется еще кое-какие работы вам подарить. А прямой эфир как-то быстро загружается и легче провести. Естественно, утром вы их увидите, прочитайте, те, кто спит. Итак, дорогие друзья, давно хотела выставить, вот как раз время подошло. Сильная чистка, языческая сила. Почему так назвала? Потому что призывается через силу огня и через языческих духов и богов. Для этого вам нужен источник огня. Сейчас зажгу, извиняюсь. 6 свечей в круг. Положите туда свою фотографию. Потому что если сделаете с фотографией, будет намного сильнее. В конце нужно будет фотографию сжечь. Кто такие язычники? Это многобожники. Люди, которые поклонялись богам, силам, духам, душам, стихиям, силам природы, своим предкам. И они себя не называли язычниками, они называли себя верующими. Они веровали, верили в великую силу богов, в силу природы, в силу духов. И получали ответ и помощь. Язычниками их назвали христиане, потому что считалось, что их язык, то есть их слово, настолько сильное и великое, что когда пытались их убивать, связывали рот для того, чтобы они ничего не шептали, поскольку от их шепотков просто пространство приходило в движение. Они считали, что это люди, чье слово очень сильное, чей язык очень сильный. Я смею предположить, что это было сказано про шепотки, заговоры, про обращение к силам, к богам, которые, собственно, и стали основой магии. Хотя магия стала разносторонней, хотя магия стала разновидной, разнотипной, но как бы там ни было, основа магии есть язычество. То есть изначальная вера человека в божественное начало, изначальная вера и уважение человека к природе, к хаосу, к силам, к духам, к вселенским сущностям и так далее. Вот что есть основа магии, первоначальная религия человечества, язычества. Дорогие друзья, Атрушан, я вам говорила уже, что означает Атрушан. Жертвенник огня. Жертвенник огня, который все время питал энергией тех духов, которые находились в храмах. То есть огонь давал энергию силам, духам, находившимся там. И эти духи, силы слушали людей и помогали им, а взамен получали как бы силу, энергию огня. С языческих времен ничего не изменилось. Силу огня используют в Иерусалиме. Силу огня мы используем, когда идем на кладбище к родным людям. Мы зажигаем огонь для того, чтобы их душе дать силу огня. Сила огня используется в ритуалах, сила огня используется в храмах. То есть таким образом мы откупаемся, отдаем силу, да, определенным духам, которые приходят нам помогать. Вечный огонь вам
известен вечный огонь на могилах героев Великой Отечественной войны. Так вот, это подпитка силой огня души тех героев, которые пали. Мы их душам даем подпитку, сами не понимая, зачем это нужно. Нам сказали, что это для памяти. Просто вот память, уважаем память, вечный огонь поддерживаем. На самом деле огонь в языческие времена поддерживали на капищах, поддерживали огонь на могилах царей, императоров, в дань уважения, то есть уважали, благодарили их и подпитывали энергией огня вечно, чтобы эти духи великих народа сего не уходили, а оставались с народом и помогали, поскольку считали, что они настолько великие, да, как были при жизни, так и после смерти, способны помочь людям. И для того, чтобы откупиться от этих духов, для того, чтобы подпитать эти духи, зажигали огонь. Вот точно так же мы зажигаем огонь, мы зажигаем ладан, мы зажигаем благовоние на кладбище, на могилах, в храмах, значит, возле памятников ставим, или есть там вечный огонь. Точно так же горит огонь на могиле неизвестного солдата. Точно так же горит огонь возле Кремля. То есть мы эти священные места, которые считаем священными, вот в эти священные места, места силы, призываем духов, тех духов, которых мы почитаем как великих, и питаем силой огня. Вот почему огонь считается основной стихией язычества. И многие народы Азии, Востока, Кавказа, Закавказья, да и вообще все были огнепоклонники. У каждого народа есть какая-нибудь традиция, связанная с огнем. Точно так же, как во время Ивана Купалы, да, перепрыгивали через огонь, очищались и сжигали огнем вот все свои скверны, все свои там нехорошие дела, все порчи, все завистливые эти посылы и прочее. Точно так же есть, скажем, праздник огня у азиатских народов, точно так же есть праздник огня у малоазиатских народов, у закавказских народов и так далее. Например, армянского народа это Терендес, который переименовали как бы «Господь вам навстречу». Ну, христианство все пыталось переделать, чтобы люди забыли свои истоки, и поэтому приходилось так вот приспосабливать. У грузин называется Деренджоба. И мы все это праздновали, все эти праздники. Зажигали огонь, покрышки жгли, я не знаю, еще что-нибудь, костры жгли огромные, перепрыгивали, особенно молодые должны были прыгать, те, которые были обручены, значит, те, которые были влюблены, те, которые собирались жениться, их приводили туда специально, чтобы они прыгали через огонь, оставляли там всякую скверну, всякий сглаз, который был на их брак. После рождения ребенка огнем, значит, очищалось помещение, благословлялось помещение, и 40 дней горел огонь возле ребенка, пока у ребенка не появится своя защита, не пускали чужих людей, чтобы смотрели. У роженицы вокруг кровати крутили огонь, когда она, ну, после родов, чтобы всякие злые духи не подходили, чтобы они уходили. И поскольку огонь считается силой темных сил, то есть древних богов, и считается, что злая сила боится огня, это так и есть, потому что огонь – это божественная энергия. И именно поэтому крутят огнем, именно поэтому очищают воском, именно поэтому, значит, через огонь чистится и так далее. Потому как злые силы ужасно боятся огня. И не зря во многих ритуалах сказано или огнем сожгу, там сожги огонь, убери огонь, везде огонь. Если есть ритуалы, в которых, например, не обязательно вода, добрый день, ой, доброй ночи. Если есть ритуалы, в которых не обязательно вода, если есть ритуалы, в которых не обязательно там гвозди какие-то, травы и так далее, но, однако же, во всех ритуалах, практически во всех ритуалах магии, да, присутствует огонь. Практически во всех ритуалах есть свечи.
Это всего лишь источник огня. Почему воск? Потому что воск все же природный материал. Воск это сок земли, собранный со всех цветов, тысячи цветов и прочее, прочее. То есть это энергия земли, огня воссоединяется, и тогда вот получается лучше. Я надеюсь, что вы меня поняли, о чем я говорю. Теперь, что нужно для этого делать? Нужно взять свою фотографию и положить вот где круг. Можно делать без фотографий, но сильнее получится с фотографией. Есть несколько версий, да, этой работы. Естественно, это моя работа. Я думаю, каждый раз говорить не стоит. Читать нужно 6 раз. В конце сжечь фотографию, просто сжечь. Потом этот пепел вместе с огарками свечи выносить на следующий день. В течение 3 дней всегда нужно откупаться. И оставляя 6 монет, говорить: откупаюсь за свое очищение. Спасибо, хорошо чувствую. Теперь читаем. Значит, здесь нужно только огонь, источник огня, 10 свечей. Можно черные, можно обычные восковые. Желательно, чтобы они были не церковные. Вот это не церковные. Не желательно, а прям обязательно. Потому что это все-таки сила язычества, и поэтому путать с церковными свечами не рекомендую. Это просто восковые свечи, заказанные мной. То есть это не церковные. Итак, читаем. Я взываю к силе огня. И через священный Атрушан я взываю к силе, вызываю к языческой силе и к древним богам. Заклинаю я тебя, огонь земной и огонь небесный. Протяни ко мне силу свою, огонь, но жаром своим ты меня не тронь. А спаси меня, священный огонь, мою душу очисти, дороги открой. Проклятие сожги, и на страже стой, рать духов, приди, встань вокруг меня. Бери с Атрушана священного огня, жгите, отжигайте. От зла и скверны судьбу мою очищайте. Порчу, корчу убирайте, все дороги открывайте. Языческой силой заклинаю, кто пришел, кого отправили, кого навели, что начитали, что прошептали, вслед что сказали, что пожелали. Все воедино собирайте, жгите, гоните, с меня убирайте. Эй, языческая сила! Эй, рать древних духов, силой древних богов очищайте мою жизнь. Убирайте скверну, откройте дороги. И да хранят меня великие боги. Будь благословенен, священный Атрушан и сила языческая. Заклято, заклято, заклято. Хочу сказать, что этот ритуал очень хорошо получится более всего именно для знаков огня. Вот знаки огня по гороскопу. И именно для людей, у которых с огнем, скажем так, хорошие отношения, да, мягко выражаясь. То есть, да, это чистка для всех. То есть люди, у которых ритуалы, связанные с огнем, получаются лучше, вот у них эта чистка будет получаться лучше. Эта чистка убирает денежные препятствия, эта чистка убирает какие-то скандалы и прочее, прочее, которые связаны, скажем, с работой, с семьей и прочее. И очень хорошо помогает именно людям, особенно у которых очень хорошие взаимоотношения с огнем, а таких немало. То есть есть люди, которых лучше очистить землей. Понимаете, вот приходит человек якобы к ведьме, а она там делает, ничего не получается, не знает как чего. Потому что нужно подбирать особую чистку для каждого человека. Чистку. Есть люди, у них знак огня. И их очищать водой, практически бесполезно, помогает ненадолго. Им поможет сила огня. Есть восточные народы, их предки поклонялись огню. Им тоже поможет сила огня и чистка через огонь. И так далее, и так далее.
Читаю еще раз. Я взываю к силе огня. И через священный Атрушан я взываю к языческой силе и к древним богам. Заклинаю тебя, огонь земной и огонь небесный. Протяни ко мне силу свою, огонь, но жаром своим ты меня не тронь. А спаси меня, священный огонь, мою душу очисти, дороги открой. Проклятие сожги, и на страже стой. Ради духов приди, встань вокруг меня. Бери с Атрушана священного огня. Жгите, отжигайте. От зла и скверной судьбу мою очищайте. Порчу, корчу убирайте. Все дороги открывайте. Языческой силой заклинаю. Кто пришел, кого отправили, кого навели, что начитали, что прошептали. Вслед что сказали, что пожелали. Все воедино собирайте, жгите, гоните, с меня убирайте. Эй, языческая сила, эй, рать древних духов. Силой древних богов очищайте мою жизнь, убирайте скверну, откройте дороги. И да хранят меня великие боги. Будь благословенна, языческая сила. Заклято, заклято, заклято. Вот вы начитали 6 раз. Берете фотографии свои, которые положили вот здесь в круг. Сжигайте. И ждете, пока догорят свечи. Вот останется немного. Их нужно потушить, собрать воедино. На следующий день отнести и откупиться, как я вам сказала. Мгновенно откроются дороги. Даже если у вас тяжелая ситуация, ну, например, связана с банком, с судом, еще с чем-нибудь, мгновенно откроются дороги. Хотя бы на то время, пока вам нужно решить эту проблему, ваша дорога откроется силой огня. Всем удачи, я иду готовиться к следующей работе, пока это загрузится. Когда Яна освободится, она наберет текст. До этого времени, я думаю, вы сами можете набрать прекрасно, потому что русский язык знаете вы все. Можете остановить и набрать, и не ждать, пока она наберет. Она наберет. Или ждите, собственно говоря. Все, всем удачи и пользуйтесь во благо. Всего хорошего.